Всем привет! Меня зовут Ника, и я очень сильно люблю слушать музыку, ну и танцевать. Но я думаю, вы уже знаете. Когда я дома, то музыку слушаю постоянно. Но беда в том, что комната у меня не одна, а на месте я сидеть не люблю. Поэтому приходится носить музыку с собой. Конечно, маленькая колонка с батарейкой решает, но есть решение получше. Сейчас я вам расскажу, как правильно организовать музыку во всех комнатах на самых передовых технологиях. Для начала вам нужны колонки. Вот это поворот, правда? Но не простые, а с поддержкой технологии Chromecast или же AirPlay, если вы по яблокам. Я буду показывать на примере Android и Chromecast. Колонок тут у меня вагон и маленькая тележка. Marshall, Riva и другие. О них потом поподробнее расскажу. Расставляем колонки по комнатам, подключаем к сети. На телефон ставим приложение Google Home. Немного магии, и колонки появляются в списке доступных устройств. Процесс настройки простой да нельзя. Присваиваем каждой колонке название, чтобы не путаться. Удобнее всего по названиям комнат. Спальня, кухня, ванная, ну и где вы там еще музыку слушаете. Естественно, чтобы это все заработало, нужен Wi-Fi. После добавления колонок в Google Home они будут автоматически подключаться к выбранной сети. Добавив все колонки, их можно объединить в группы, одну или несколько. Например, у вас двухэтажный дом. Можно создать группы первый этаж и второй, или домашние рабочие. Все настроено, колонки добавлены и готовы играть. Осталось выбрать, из какого приложения стримить на них музыку. Помните мое видео о стриминговых сервисах? Отличная новость, все они поддерживают Chromecast. В данном случае я выбираю Google Музыку, но тот же Deezer или Spotify прекрасно справятся. В процессе воспроизведения можно порегулировать громкость на каждой колонке группы по отдельности. А вот остановить музыку на одной из колонок совсем нельзя. Чтобы из группы вернуться на одну колонку, нужно отключаться от группы и подключаться к одной. Это не очень удобно. Отличный способ приколоться над кем-то дома или на работе. Предварительно расставить колонки, настроить их и потом неожиданно включить музыку во всем доме или офисе. И вот это смеху будет, если вас не уволят, конечно. Чем же это лучше обычного воспроизведения по Bluetooth, например? Во-первых, по Bluetooth много колонок для одновременного воспроизведения не подключишь. Во-вторых, с Chromecast это не трансляция с телефона на колонку в прямом смысле. После включения стриминга колонка сама тянет музыку из выбранного сервиса через ваш аккаунт, без участия телефона. Если включить стриминг и, например, уйти из дому, то музыка в ваше отсутствие будет играть дальше. Проверено на личном опыте. Простите, соседи. И, наверное, самое приятное. То, что музыка может играть дальше, пока вы будете говорить по телефону или смотреть видео на YouTube. С Bluetooth так не получится. Вопрос только, какие колонки выбрать. Мне для теста привезли много самых разных, но я остановлюсь подробнее на акустике Riva. У меня здесь две модели, в порядке увеличения – Арена и Фестиваль. Чем больше, тем круче и громче можно делать умс-умс. Обе поддерживают Chromecast, что необходимо для всей беспроводной магии через Google Home. Но также их можно использовать и с другими типами подключения, либо с собственным приложением Riva. Из фишечек. У Арены есть батарейная док-станция для мобильного режима работы. Можно брать на природу, например. Обе достаточно громкие, играют качественно и чисто. Дизайн симпатичный, станут украшением любого интерьера. Колонки стильные, но круче всего играет, конечно, Фестиваль. Хотя мне приглянулась Арена, мой размерчик. Дайте две, нет, лучше три. Глянцевый черный пластик, правда, легко собирает отпечатки, но это не проблема для продвинутых пользователей, таких как я, кто будет использовать только беспроводное подключение. А пыль легко стирается, no problem. Кстати, пощупать и послушать эти колонки вы можете в нашем магазине на Петровке. Welcome! Ну что, катаны, прониклись мультирум-технологиями? Рассказывайте мне в комментариях, сколько колонок нужно лично вам и какую музыку любите. Всем пока, увидимся с вами в следующем видео. О, и не забудьте подписаться на инстаграм любимой розеточки, там интересно. Всем пока!